Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня мы поговорим про инфантильность и про выход из нее к взрослости. Во-первых, я бы хотела, чтобы вы не относились к слову инфантильность как к ругательному, к тому, которое обозначает что-то плохое в нас, что-то отвратительное. Инфантильность, она всего лишь отпечаток нашего детства. То есть наше некоторое невзросление, застревание на определенном уровне развития. И это дает нам шанс. То есть когда мы говорим, это инфантильная личность, как будто она на всю жизнь такой останется. А когда мы говорим, что это всего лишь застревание, у нас появляется надежда на возможность перемен. Поэтому инфантильность, она присуща каждому из нас. У каждого из нас есть это эхо нашего детства. И инфантильность, она скорее физиологична. Почему? В детстве у нас самые мощные эмоции. То есть это пласт нашей памяти, где записываются самые яркие воспоминания. Я не раз употребляла в своих видео такой термин, как доминанта. Ее исследовало много ученых, много физиологов. Это когда с живым существом, даже не с человеком, а с животными в том числе, происходит что-то яркое, великий испуг или великое удовольствие, и у личности остается в памяти доминанта, которая как магнит начинает все сознание притягивать в это место. И стоит один раз чего-то испугаться, мы можем бояться этого всю жизнь, если не исследуем эти моменты. Или же получить удовольствие от чего-то, а потом всю жизнь к этому стремиться и не понимать почему. Так вот, в детстве самые яркие эмоции. Во-первых, наша физиология бурная. Да, взрослый не может столько плакать, сколько взрослый. Он устанет и выхолостится. Ребенок может поплакать, тут же посмеяться, побежать и так далее, и так далее. Поэтому воспоминания из детства, они как будто самые мощные. Мы помним не событийность, а помним именно состояние. То есть наша память, она не записывает, как кино, событийность. Она записывает то, что мы чувствовали, мы переживали. И теперь придем к инфантильности. То есть личность застряла. Когда мы говорим выход от инфантильности взрослости к взрослости, нам надо создать определенный вектор. То есть мы должны понимать, что мы находимся в точке А, и нам необходимо переместиться в точку Б. Как мы поймем, что мы переместились? Для этого необходимо глубинно исследовать точку А. В данном случае, в нашем исследовании, это наша инфантильность. То есть если мы не знаем, как она выглядит, что это такое, то как мы можем понять, что это вот она сейчас? Поэтому вопрос, что делать, он бессмысленен, если вы не понимаете, а с чем вы это собрались делать. И как на этой модели, вот у нас есть точка А, точка Б, нам из инфантильности надо выйти к взрослости, нам надо преодолеть какой-то путь. То есть это определенное расстояние, мы двигаемся с определенной скоростью и приходим куда-то. Но в нашей психике все несколько сложнее. Если мы инфантильность изобразим серым кругом, то взрослость, она не исключает инфантильность. То есть нету смысла с этим бороться, она никуда не денется. Это ваша история, ваша жизнь, это было с вами. Ну, невозможно перезаписать прошлое. Это все равно отпечатывается в нервной системе, в теле и так далее, и так далее. Это как дом, который строился, и начать его фундамент разрушать. Ну, во-первых, психика это не даст, а во-вторых, это невозможно. Итак, дамы и господа, когда мы говорим про взросление, мы не говорим про уничтожение инфантильности. Она как бы становится меньше, но не за счет того, что уменьшается в размере, а за счет того, что увеличивается количество взрослости. Я сейчас расшифрую, что я имею в виду. Нам сейчас концептуально необходимо понять. То есть мы не боремся, мы не уничтожаем, мы не нападаем на себя за это. Мы это узнаем, понимаем, что это, и в соответствии с этим пониманием последуют какие-то определенные действия. Итак, чтобы понять, как выйти из тюрьмы, необходимо понять, что есть эта тюрьма, что есть эта инфантильность.
Когда мы говорим про инфантильность, мы говорим про некоторую несамостоятельность. То есть ребенок это зависимый объект. Он еще даже не стал субъектом, отдельным, самостоятельным. Он зависим, он не может выжить сам. И ему нужен кто-то опекающий, который, например, будет рассказывать, что делать. Да, вот почему я так бунтую, когда вы задаете вопрос, что делать. Для меня это я хочу остаться ребенком, вы мне скажите, что делать, я сам это понимать не хочу. Мне неинтересно с этим работать. Я все-таки настроена, у меня узкий круг. Я не хочу всем помогать, я хочу помогать тем, кто хочет самостоятельно разбираться, кто хочет стать мыслителем, индивидуальностью. Что делание, оно не растит личность. То есть личность остается постоянно зависимой, она не понимает, как устроен этот мир, как устроена она. Вот она слушает эти советы, редко их исполняет, вам честно скажу. Я пыталась говорить, что делать, все равно это никто не делает, но это дает ощущение типа роста. Так вот, дамы и господа, я уверена, что моя аудитория – это аудитория, которая стремится к самостоятельности, к индивидуальности, и я буду вам помогать. То есть ребенок не может мыслить и делать. Он может выполнять что-то поручение. Ему кто-то сказал, он это делает. Он не может самостоятельно обрабатывать массивы информации, анализировать и делать вывод. Для него все это сложно, страшно и непонятно. И, несомненно, мышление, анализ, он требует усилий. И если мы говорим уже не про ребенка, а про взрослого с инфантильностью, то вот эта тяга глотать уже пережеванное кем-то, она не даст вам вырасти. То есть мы понимаем, что если мы не будем самостоятельно учиться мыслить, то мы не сможем самостоятельно генерировать идеи, самостоятельно принимать решения. То есть мы обрекаем на себя вот на такую зависимую, несвободную жизнь. Многие люди не понимают, что такое мыслить. Они путают эмоционирование с мышлением. Люди говорят, ну я и так много думаю, постоянно думаю, мне это не помогает. В думании есть анализ фактов и какой-то вывод. Все, точка. Мышление закончилось, если я не хочу обрабатывать еще какие-то факты. А обдумывание одного и того же – это эмоционирование, наполненное какими-то хаотичными идеями. Вот это много думаю, но думать, во-первых, невыносимо тяжело, это знаю по себе. Мне для того, чтобы сосредоточиться, породить какую-то мысль, обработать, это напряжение. И много думать сложно. А вот это вот одно и то же, это всего лишь эмоционирование по поводу, чаще всего, прав я или не прав. Когда мы говорим про инфантильность, мы говорим про избыточность эмоций. То есть вот давайте посмотрим на ребенка. Мы не говорим, что это плохо или хорошо. Я не пользуюсь такой терминологией. Мы говорим, у ребенка много эмоций. Ребенок может бурно плакать, бурно смеяться, бурно веселиться и так далее. Ему позволяет это делать физиология. Он крепкий еще для эмоционирования. Но когда взрослый человек эмоционирует как ребенок, это неизбежно будет изнашивание организма. Это будут болезни, и это будет разболтанная нервная система, невозможность сосредоточиться, невозможность довести дело до конца, невозможность делать забег на длинные дистанции. Даже если это делается на таких сверхусилиях, на таком зажимании себя, что потом человек или лежит в депрессии, или его отворачивает вообще от активности. Поэтому вот это вот наличие эмоций, эмоционирование, избыточного эмоционирования, оно опасно для взрослой личности, оно изнашивает взрослую личность. Что такое вообще эмоционирование? Нам необходимо понимать его суть, потому что у взрослой личности тоже есть определенные эмоции. Да, мы какую-то абстрактную идеальную модель взрослого человека. У него тоже есть эмоции, они не такие аффективные. Когда мы говорим про эмоции, это всегда про мое субъективное отношение к чему-то. То есть это всегда относящееся лично ко мне. Вот эмоционировать по поводу своего ребенка или по поводу своего супруга или по поводу своих родителей совсем иное, чем эмоционировать по поводу чужого ребенка, чужих супругов и чужих родителей. Видите, когда касается лично нас, тогда эмоция наша усиливается, потому что
Это продолжение нас. Фактически это как будто наши части. Они входят в круг нашего мира. Поэтому такое избыточное эмоционирование. И когда нет понимания границ, то тогда все имеет отношение ко мне. Как будто личность не может понять, что это уже чужое, это уже к тебе не относится, это не твое. То есть все, что попадает в поле зрения, по поводу всего эмоций. И эмоции мощные по поводу действительно трагедии, по поводу каких-то мелочей. То есть, видите, тут постоянно идет безграничность и нету понимания, не ранжирования по приоритетам, не понимания, что мое, что чужое. Это тоже имеет отношение к детству нашему. Мы рождаемся безграничными. Мы вот что видим, то и наше. Кто рядом с нами, тот и мой. И это состояние нормальное для ребенка. Нормальное для ребенка. Эта безграничность, она наш этап эволюции. Мы туда падаем, бывает, падаем. Например, вот такие выражения, так где-то писала, такова моя судьба. Да, вот здесь, видите, как будто нет объектности. Никто я, ни что такое судьба. Или же Вселенная лучше знает как. Или все будет хорошо. Видите, такие абстрактные формулировки, они как будто глубокомысленные, значит, что-то такое вот важное. На самом деле пустые, по сути. Если человек будет с вами так говорить, то это будет достаточно невыносимо. Такова моя судьба, Вселенная выбрала меня для чего-то. И как сложится, так сложится. Все, я надеюсь, все будет хорошо. Если не будет хорошо, то будет плохо. И человек говорит как будто высокопарные слова, но чувствуете, тут нет сути, нет смысла. Он как будто от нас ускользает. И вот эта безграничность, она чем заканчивается? То есть человек или же в этой безграничности, когда он во всем видит глубокий смысл, он какой-то избранный, и судьба, и мир вращается вокруг него. И люди, вот эти зацикленные на себе, они это не понимают, что у них впечатление, что мир вращается. Они говорят, я вообще себя не обнаруживаю. Меня как будто нет. Да, нет, потому что нету линии, которая бы очертила вот это я. То есть я все, поэтому меня нет. И эта безграничность, если она не осознается, то есть мы, помните, с вами говорили, что нам необходимо знать, откуда и куда мы идем. Вот эта безграничность, она такая же безграничность в нагнетании эмоций. Это когда человек нагнетает, нагнетает, нагнетает эмоции и нагнетает их до тех пор, пока не устанет. Он сам остановиться не может. У него нет границ и в этом. И когда появляется кто-то, как будто машине на скорости надо врезаться в это что-то, чтобы остановиться. Я думаю, вы это замечали по себе. Я постоянно вот это вот тоже отслеживаю, как важен кто-то со стороны, об кого ты можешь остановиться. Вот когда эмоции начинают взвинчиваться, наличие кого-то, появление какой-то же телефонный звонок может тебя вывести из этого безграничного нагнетания чего-то. Почему я говорю, что важно идти к людям. И вот это безграничное нагнетание, она потому, что человек в своем придуманном мире. То есть в своем фантазийном мире. А в фантазии границ нету. Поэтому можно бесконечно далеко разгоняться эмоциями, бесконечно далеко фантазировать, бесконечное количество как будто вариантов того, что может быть. И это все обдумываешь, а на самом деле ты блуждаешь внутри своей головы. То есть ребенок, он абсолютно субъективен, и это нормально для ребенка. У него нет реальности, у него нет объективности, у него нет фактов. У него что я придумал, то и факт. И это опасная вещь, потому что когда у нас нет отличия факта от вымысла, то тогда мнение других людей про нас, оно тоже становится очень важным. Мы как будто не понимаем, что человек сейчас несет полный бред или человек действительно говорит что-то дельное. Но у нас нет этого понимания, потому что у нас нет отделения своей субъективности, своего внутреннего мира от внешнего мира. Все это стерто, все это непонятно. Вот это отсутствие объективности, я смотрю, как люди прям борются за свою сказку, которую они придумали. Потому что в этой сказке у человека полная всевластие. Он может назначить кого угодно, чем угодно. Он может придумать себе любую миссию, он может придумать любую правду. И забрать
вот эту возможность утверждать, что моя субъективность и есть объективность, фактически это забрать ним Бога, который придумывает, какова реальность. То есть, если я чувствую, что ты на меня нападаешь, когда спрашиваешь, почему ты не сделал то, что обещал, значит, ты на меня нападаешь. Видите, как удобно. И это вносит путаницу, потому что когда другой что-то говорит, непонятно, это правда или неправда, это про меня или не про меня. И вот этот контакт с реальностью, именно мышление его обеспечивает. Потому что мышление — это объективное отражение реальности и обработка фактов реальности анализом и синтезом. Несомненно, мы не можем быть 100% истинной, 100% объективными, но можно хотя бы попытаться понять, что произошло, а не бегать, эмоционировать в голове по этому поводу. Вот эмоционирование, оно отличает инфантильность, потому что мышления у ребенка еще не было. Мышление только начинает в 7 лет появляться, и то не факт, что оно разовьется. Поэтому мышление — объективное отражение реальности, анализ фактов, а не желаемого. Оно и дает нам возможность перейти во взрослость. Потому что если я не понимаю, как устроен мир, если я не понимаю, какая я, то как я могу мыслить? Это будут какие-то фантазии, блуждания. Когда личность сталкивается с реальностью, зациклена на себе, она всегда бурно эмоционально реагирует на реальность, потому что реальность не такая, как надо. То есть фактически или я живу в безграничности, или же мой контакт с реальностью — это всегда боль или злость. Злость не многие могут испытывать, потому что они сразу теряют свою идеальность. Поэтому страдание. То есть чем больше страдания, тем более не жизнеспособна личность. То есть она настолько хочет, чтобы мир был таким, как надо ей, что каждое соприкосновение с реальностью для нее страдание. Вот тут, видите, человечек красным огнем горит, потому что он встречается с реальностью, это боль или злость. Для ребенка забота о других невозможна, потому что он безграничный, все ходит в мой мир, поэтому другие, они воспринимаются как функции, которые должны меня обслуживать. И он о других не заботится, он имитирует заботу. То есть я понимаю, что если я буду хорошим мальчиком и девочкой, то ты для меня это сделаешь. И многие люди могли бы сами многого добиться, но они как будто все время ждут, что им даст это кто-то. Какая-то будет случайность, их выберут, они найдут работу своей мечты, они найдут того самого человека, они вот не будут внедряться в понимание чего-то, каким-то волшебным образом найдут учителя, который им скажет, и они сразу поймут. То есть здесь в инфантильности ты все время как будто веришь в чудо, потому что нет другой возможности. Если у тебя нет мышления, если нет понимания, если реальность боль, остается надеяться только на чудо. И вот люди, надеясь на чудо, они еще больше себя парализуют. Они закрывают себя в этой инфантильности. Трудолюбие для ребенка — это тоже имитация. Он все время чувствует это как издевательство. Когда надо работать, что-то делать, это как будто издевательство. Потому что вот из памяти про то, что мы говорили, для ребенка отдыхать — это счастье. Он стремится к этому, у него доминанта осталась, и она всю личность зафиксировала в этом детстве. Как иди работать — это травля. Выполни то, что обещал. Человек говорит: о боже, я так страдаю от того, что не могу это сделать. Он свои страдания все время предъявляет как аргумент. Как аргумент. То есть аргументация в разговоре все время идет на эмоционирование. Поэтому, когда мы входим в режим инфантильности, у нас ощущение, не у нас, а у окружающих ощущение, что мы все время ноем. То есть это все время хочется ныть, жаловаться, что мир не такой, как мне надо, и вот это плохо, и вот это плохо. То есть общение становится как постоянное нытье и постоянное ощущение несправедливости. То есть человек не понимает, что он фанат собственного придуманного мира, и он поэтому воспринимает свой придуманный мир как эталон, а все остальное неправильно и несправедливо. И прям человек может давить на другого, утверждать, что его мир единственно правильный. Вот это вот давление эмоциональное — это
вот это признак инфантильности, когда у человека не хватает мышления аргументировать, отстоять свою точку зрения, простроить причинно-следственные связи, он все время эмоционально давит. А, Для инфантильности свойственно желание понравиться. То есть, когда мы взрослые, мы понимаем, что у нас есть польза друг от друга, и для нас это нормально. А для ребенка быть полезным кому-то — это как оскорбление, он должен нравиться всем. Это тоже у нас эхо инфантильности. И ребенок будет все время атаковать мышление, атаковать реальность для того, чтобы остаться в своем придуманном мире. То есть как выходить из этого? Во-первых, вот эти пункты, несомненно, они не все. У нас короткое видео на YouTube. Вот хотя бы это надо научиться в себе узнавать и понимать, что это не манна небесная, а психоз. Вот когда мы начинаем называть вещи своими именами, когда мы понимаем, что мы сейчас у нас эмоциональный шторм, что мы сейчас не думаем, а эмоционируем по поводу. То есть вот мы это назвали, что надо сделать? Успокоить эмоциональный шторм, попробовать мыслить, собрать факты, а что произошло на самом деле. Замечать, когда вот эти фразочки «такова судьба», «Вселенная лучше знает» и так далее, и так далее. То есть понимать, что мы выпали в безграничность, узнавать состояние жертвы. Это самое главное. Ребенок всегда жертва, которую мучает мир. Всегда мир несправедлив, всегда он неправильный, всегда другие неправильные. Ребенок не может взять на себя ответственность. То о ком должны заботиться. Но он реально ничего не может. И поэтому вот это состояние жертвы, которое ждет, что ей дадут, ждет, когда позовут, ждет, когда позаботятся, ждет, когда выберут, это постоянная вот эта запертость в ожидании. Почему вот опасно делать культ травмы? Да, потому что вот это объяснение «я озлобленный и невыносимый, потому что я травмированный». Человек как будто придумал себе объяснение. Это из-за травмы, это из-за родителей, но он не поменялся, он не стал выносимее, он не стал добрее от этого. И вот это вот все объяснять тем, что кто-то виноват, это запирать себя в безысходности. Я не говорю, что родители не виноваты. Я не говорю, что травмы детства на нас не влияют. Да, влияет. Да, родители виноваты. Но если вы будете объяснять себе свою жизнь вот этими еще травмами оттуда, ничего не поменяется. Вы просто себя запрете навсегда в однообразие. Наблюдать, какой идет бунт против того, когда надо делать, нести ответственность. Называть это своим именем. То есть вот этот бунт, протест против этого, так и называть. Это бунт и протест. И наблюдать самое главное, когда хочется напасть на реальность и, отменив мышление, выдать желаемое за действительное. Когда вы не анализируете факты, а их подтасовываете. Это всегда обычно в таком праведном гневе делается. Итак, дамы и господа, подведу итог. Инфантильность — это нормально, но ее переизбыток не дает личности реализоваться, не дает личности расти. Поэтому нам надо точно очертить ее контуры, понимать, откуда и куда мы идем, называть вещи своими именами, помнить об этапах эволюции и, самое главное, узнавать состояние жертвы. Меня эта тема так впечатлила, что я решила провести вебинар 25 ноября. Не октября этого месяца, а ноября, то есть через 1,5 месяца. Скоро на сайте появится анонс. Напоминаю, что помимо видео по пятницам, есть еще видео по вторникам для спонсоров канала. И если вы хотите больше материала, то подписывайтесь. Как всегда, прошу вашего сотрудничества, участия, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте сердечки, если нечего написать. А тот, кто все-таки решится что-то написать, попробуйте еще привести какие-то интересные моменты про инфантильность. Стать сами исследователями, стать сами мыслителями. То есть не писать по теме услышанного, а найти что-то еще. Все, прощаюсь, до встречи.